Приветствую, друзья! То, что сейчас происходит на Земле, пугает и восхищает одновременно. Природа будто восстала и показывает всю свою мощь, а мы становимся свидетелями ее ярости. Давайте посмотрим, что случилось за последние сутки. Все это реальные события последнего дня. Во вторник над штатом Огайо в плотных слоях атмосферы взорвался крупный метеорит. По уточненным данным специалистов НАСА, космическое тело диаметром около 1,8 метра и массой порядка 7 тонн вошло в атмосферу на огромной скорости и разрушилось на высоте около 48 километров над округом Медина. Момент распада сопровождался ослепительной вспышкой, разделившей объект на множество ярких фрагментов, и мощным выделением энергии, эквивалентным взрыву 250 тонн тротила. Сила взрыва была такова, что многочисленные камеры видеонаблюдения и специализированные датчики зафиксировали звуковую волну, вызвавшую вибрацию окон и испуг у местных жителей в радиусе десятков километров. Ученые полагают, что из-за значительной массы исходного объекта часть обломков не сгорела полностью и могла достичь поверхности Земли в виде метеоритов. Эксперты проводят расчеты возможной траектории выпадения фрагментов для определения точного района поиска в округе Медина. Представители космического агентства призывают очевидцев делиться записями с видеорегистраторов, которые помогут более точно реконструировать финальный этап полета болида и способствовать обнаружению ценных для науки образцов внеземного вещества. Столица Гренландии, город Нуук, оказался в эпицентре арктического шторма, ставшего одним из самых интенсивных за последнее время. Циклон принес с собой ураганный ветер, порывы которого порой превышали 120-140 км в час, и обильные снегопады, превратившие город в зону нулевой видимости. Из-за сильной метели власти были вынуждены объявить режим чрезвычайной ситуации. Работа всех государственных учреждений, школ и офисов была полностью приостановлена, а жителям настоятельно рекомендовано не покидать свои дома. Транспортное сообщение в столице и ее окрестностях оказалось парализовано из-за гигантских снежных заносов, высота которых в отдельных районах достигла нескольких метров. Международный аэропорт Нука отменил все рейсы. Муниципальные службы, несмотря на наличие специализированной техники, столкнулись с невозможностью расчистки дорог до ослабления ветра, так как свежевыпавший снег мгновенно образовывал новые завалы. Шторм сопровождался массовыми перебоями в подаче электроэнергии и связи, вызванными повреждением линий передач, обломками конструкций и экстремальным давлением ветра. Метеорологи предупреждают, что хотя пик шторма пройден, низкие температуры и сильный ветер сохранятся в регионе еще как минимум сутки. Это значительно осложнит восстановительные работы и расчистку города от снега. Канадская провинция Новая Шотландия оказалась во власти разрушительной штормовой системы, принесшей с собой ураганный ветер и экстремальные осадки. Основной удар стихии пришелся на Галифакс и прилегающие районы, где порывы ветра, достигавшие скорости 100 км в час, привели к массовому падению деревьев и масштабным повреждениям линий электропередачи. По данным энергетических компаний, без электроснабжения остались около 53 тысяч потребителей. Аварийные бригады были вынуждены работать в условиях непрекращающегося шторма. Сопровождавшие циклон проливные дожди принесли от 40 до 60 мм осадков, вызвали подъем уровня воды и локальные наводнения по всему региону.
Критическая ситуация сложилась в округе Пикту. Из-за затопления проезжей части полиция была вынуждена полностью закрыть стратегически важный участок автомагистрали Highway 104 в районе Солт-Спрингс. Серьезные подтопления также парализовали движение на дорогах, отрезав ряд населенных пунктов от основных транспортных артерий. В городе Труро из-за разгула стихии несколько транспортных средств оказались полностью затоплены в низинах и под мостами, что потребовало оперативного вмешательства спасательных служб для эвакуации водителей. Власти провинции призывают жителей по возможности избегать поездок, так как сохраняющаяся угроза размыва дорожного полотна делает передвижение по региону крайне опасным. Бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул пострадал от мощного грозового фронта, принесшего ливни в столичный регион и долину Валье-ду-Синас. По данным метеорологических служб, за короткий промежуток времени на муниципалитеты обрушился колоссальный объем осадков. В Сан-Леопольду зафиксировано 69 мм дождя, в Эстею – 49 мм, а в Сапукае-ду-Сул – около 47 мм. Столь высокая интенсивность выпадения влаги привела к мгновенному затоплению основных дорог, превратив проспекты в непроходимые реки, и нанесла значительный ущерб местным торговым предприятиям и частным домовладениям. На стратегически важной федеральной трассе BR-116 из-за глубоких подтоплений было ограничено движение транспорта, что спровоцировало многокилометровые заторы на въезде в Порту-Алегри. Стихия также нарушила работу железнодорожной инфраструктуры. Серьезные проблемы с доступом пассажиров и подтоплением путей зафиксированы в районе станции Унисинос. Это заставило операторов в срочном порядке корректировать график движения поездов. Муниципальные службы Сапукае-ду-Сул и других пострадавших городов сейчас работают в аварийном режиме, проводя очистку ливневых стоков и оказывая помощь жителям затопленных районов. Власти штата призывают население сохранять бдительность из-за сохраняющегося риска новых паводков в ближайшие сутки. В среду экстремальные погодные условия в горном регионе Швейцарии привели к трагедии на одном из горнолыжных объектов. Сильный штормовой порыв ветра, скорость которого, по данным метеослужб, достигала 130 км в час, буквально сдул кабину с несущего троса канатной дороги. В результате обрыва креплений кабина рухнула с большой высоты на крутой заснеженный склон. Находившаяся внутри 61-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до прибытия спасательных служб. Трагедия произошла несмотря на то, что метеослужбы заранее выпустили официальное предупреждение о надвигающемся ураганном фронте и крайне опасных порывах ветра в высокогорье. Власти кантона и Федеральное управление транспорта инициировали расследование, чтобы выяснить, почему работа подъемника не была остановлена в условиях официально объявленного штормового предупреждения. Эксплуатация канатной дороги временно прекращена для проведения технической экспертизы всех узлов и механизмов. Полиция продолжает сбор показаний очевидцев и сотрудников технической службы объекта. Мексиканский муниципалитет Экатепек-де-Морелос пострадал от грозового фронта, принесшего с собой экстремальные осадки и аномальный град. Наиболее серьезная ситуация сложилась в районе Санта-Мария-Тульпетлак, где за считанные минуты интенсивный ливень превратил крутые улицы в бушующие потоки воды, сметающие все на своем пути. Стихия сопровождалась массированным выпадением града. В ряде кварталов толщина ледяного покрова достигла 30 сантиметров, что привело к обрушению кровельных конструкций, повреждению транспорта и полной блокировке дорожного сообщения. Огромные массы льда забили ливневые стоки, спровоцировав быстрый подъем воды и подтопление первых этажей жилых домов и торговых объектов. В ответ на возникшую чрезвычайную ситуацию муниципальные власти штата Мехико развернули масштабную операцию по ликвидации последствий непогоды, направив на наиболее пострадавшие участки экстренные службы и тяжелую технику. Метеорологи предупреждают о сохранении высокой влажности и возможности новых штормов в центральном регионе Мексики в ближайшие дни. Столичный регион Аргентины пострадал от мощного шторма, который принес с собой порывы ветра до 80 км в час и интенсивные осадки.
Основной удар стихии пришелся на агломерацию Большой Буэнос-Айрес. Там ураганный ветер вызвал массовое падение деревьев, обрывы линий электропередач и массовое повреждение крыш. Сильнее всего от стихии пострадал муниципалитет Морено. Там под напором ветра произошло обрушение одной из стен местного супермаркета, в результате чего травмы получил сотрудник предприятия. В районе Пасо-дель-Рей порывами ветра сорвало крышу с жилого дома. В самой столице десятки улиц оказались перекрыты упавшими деревьями и рекламными щитами, в результате чего оказалось парализовано движение транспорта. По данным энергетических компаний, из-за аварий на сетях без электроснабжения остались более 25 тысяч потребителей. При этом основная масса отключений пришлась на зону обслуживания компании Эдесур в южных и западных районах мегаполиса. В целях скорейшего восстановления критической инфраструктуры аварийные бригады и подразделения гражданской обороны были переведены на круглосуточный режим работы. Власти города призывают жителей избегать нахождения вблизи ветхих конструкций, рекламных щитов и деревьев, так как штормовая погода в регионе сохраняется. В среду в 11:35 по местному времени в приграничном регионе Гватемалы зафиксировано землетрясение, магнитуда которого по разным оценкам сейсмологических служб составила от 4,8 до 5,3. Эпицентр толчков находился в непосредственной близости от города Моралеса в департаменте Исабаль на глубине 10 километров, что обеспечило высокую интенсивность ощущаемых колебаний на поверхности. Отчетливые толчки ощущались не только на юго-западе Гватемалы, но и на территории соседнего Гондураса, включая крупный промышленный центр Сан-Педро-Сула, расположенный примерно в 97 километрах от очага землетрясения. Несмотря на силу толчков, вызвавших кратковременную панику среди местных жителей и эвакуацию из некоторых административных зданий, предварительные отчеты указывают на отсутствие серьезных повреждений инфраструктуры и человеческих жертв. Инженерные службы проводят осмотр мостов и ключевых объектов жизнеобеспечения в районе Моралеса для выявления скрытых повреждений. Сильные ливни и грозы, обрушившиеся на Колумбию, спровоцировали серию происшествий сразу в нескольких регионах страны и нанесли серьезный урон инфраструктуре и жилому фонду. В Медельине затяжные осадки вызвали масштабное обрушение дорожного покрытия на проспекте Эль-Поблада. В образовавшийся глубокий провал задней частью провалился рейсовый автобус, что привело к перекрытию движения по этой дороге в обоих направлениях. В элитных районах Провенса и Монтеррей уровень воды в ручьях достиг красного уровня опасности, возникла угроза затопления торговых центров и жилых комплексов. Параллельно с этим, на северо-востоке страны, в департаменте Сантандер, сильный паводок накрыл город Джирон, входящий в агломерацию Букараманги. Серию оползней прошла в районе Карисал. Ситуация усугубилась из-за строительных работ на горных склонах. Смытая земля, камни и древесные остатки забили дренажные каналы, спровоцировав масштабные затопления. По предварительным оценкам, стихия затронула более 5000 семей, около 250 домов в комплексе Карисал-Кампестры и соседних кварталах Сан-Антонио-де-Карисал оказались под водой. Мост Антонио-Сантос полностью ушел под воду, фактически изолировав значительную часть населения и отрезал район от основных путей снабжения. Метеорологи предупреждают о сохранении высокого риска новых паводков из-за предельной насыщенности почвы влагой. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.